Ну, что касается вызовов современных, именно апологетических, которые стоят перед православной церковью, вот, они, конечно, изменились по сравнению с теми, которые стояли, допустим, в 90-е годы. В то время много на территорию бывшего СССР пришло проповедников самых разных сектантских образований, которые уже хорошо известны, изучены, и нет смысла о них говорить. И тогда они составляли, наверное, большую проблему, большой вызов. В настоящее время уже вот эти религиозные движения, можно и так назвать, или даже секты, уже такой большого вызова, большой проблемы сами по себе не представляют. Я скажу, какие именно вызовы сейчас, по крайней мере, в русскоязычной среде для православных христиан наиболее актуальны. Но прежде чем назвать сами эти вызовы, мне кажется, вызов для нас состоит и в том, что изменились формы передачи информации очень значительно. И хотя в целом у нас апологетика, то есть материалы, направленные на защиту веры от тех или иных нападений со стороны неправославных любых мировоззрений, в целом, скажем так, достаточно мало появляется и какой-либо литературы, вообще какого-либо ответа. Но проблема еще и в том, что мы оказались не готовы перед тем, что все уже стало в интернете, перед теми формами, которые появились в интернете, перед социальными сетями, перед Ютубом. И зачастую противники церкви, зачастую критики церкви, скажем так, оказались гораздо более готовы, гораздо более активно используют интернет в своих целях для того, чтобы как-либо смутить или отвлечь людей от православия, чем православные апологеты пользуются этим для того, чтобы защитить веру или помочь, допустим, узнать кому-то о православии. И эта проблема, на мой взгляд, не новая. Я позволю себе вспомнить, когда я взял в библиотеке один дореволюционный труд. Это был апологетический труд. Все мы знаем, в Российской империи до революции была большая работа, такая пропагандистская со стороны коммунистов, большевиков. И в частности, вот конкретно эта брошюра, это был ответ епархиального миссионера на одну из листовок, которую распространяли большевики по селам. И мне было интересно посмотреть, что же они, как же все шло. И вот вначале миссионер приводит текст этой листовки коммунистический, и я должен отметить, что текст написан безупречный. Очень кратко, живо, по делу, ярко. Он доносит, рисует перед тогдашним крестьянином все тяготы, которые выпадают на жизнь крестьянина. При этом, что меня тоже удивило, зная, как впоследствии коммунисты поступали по отношению к церкви, скажем так, их осторожность по отношению к православию, по крайней мере, в той брошюре, поскольку они адресовали к крестьянам, конечно, они понимали, что здесь нужно соблюдать осторожность, и они там выводят даже батюшка, что вот он выходит к этим бедным, измученным крестьянам, утешает их, говорит им, и, в принципе, даже там какую-то маленькую проповедь они, автор этой коммунистической брошюры, составляет, которую, в принципе, действительно мог бы сказать священник, то есть это не какая-то карикатура. И он хвалит, и хорошо, что батюшка это делает, и молодец, что действительно говорит, действительно как-то облегчает людям нести это тяжкое бремя. Но все-таки этот батюшка, он говорит о тех вещах, которые придут после смерти, что после смерти Господь там всем обидчикам воздаст, после смерти наступит царство справедливости. А не лучше ли сделать это царство справедливости уже сейчас? Вот. То есть вот так вот примерно была составлена эта коммунистическая агитационная листовка, и после этого идет текст, опровергающий ее текст епархиального миссионера. И я сейчас скажу, хотя я человек даже с научной степенью, человек любящий читать, человек образованный, человек мотивированный был прочитать этот текст, но я понял, что мне вот его крайне сложно читать, он крайне тяжеловесно написан. Вот. И я понимал, что даже не то, что на месте тех крестьян, те крестьяне просто бы не прочитали эту брошюру.
Но и на моем собственном месте я понимаю, что вот то, как он ответил, в той форме, в которой он ответил, она была неадекватна вот той яркой и бьющей прямо в цель форме, которой пользовались те, кого он пытался опровергнуть. Эту же похожую проблему я вижу и в более поздние времена, уже в наши времена, когда какая-то, допустим, даже какой-то вызов, какой-то соблазн, что-нибудь антицерковное происходит, и в результате ответ со стороны православных апологетов появляется, может быть, через полгода, может быть, еще позже, и на каком-нибудь православном сайте. Вот. При том, что вот первоначальный вызов, который произошел, нападение, да, который был, выпад, который был произведен, допустим, и широко заметен в обществе, он же был не на православном сайте, то есть совершенно другой аудитории. То есть та аудитория, на которую был рассчитан вот тот выпад, она так и не увидела этот ответ со стороны этого православного апологета. Ответ, опять-таки, еще хорошо, если ответ тоже адекватный, яркий, столь же доходчивый для современного человека. Вот. К тому же, действительно, раньше нужно было обходиться книгами, и у нас есть и апологетических книг много по некоторым направлениям, уже с таким традиционным, например, скажем так, дискуссии с течениями протестантского направления, еще из революционных времен, и новые, и совершенно новые, есть прекрасные книги, но вопрос в том, что сейчас уже люди книги-то не читают по большей части. Даже те, которые любили когда-то читать книги, сейчас уже настолько изменилась форма подачи материала, что даже очень хорошая книга, она уже, получается, не выстрелит, не будет востребована. И если, допустим, какой-то выпад в сторону православия, какая-то ложь, клевета или какие-то мифы, распространяемые о православии, они распространяются в Ютубе, а отвечать на них книгами, которые будут в церковной лавке, или же статьями, которые будут на православных сайтах, это значит, почти что не отвечать. Потому что отвечать нужно на тех площадках, на которых, собственно говоря, эти вызовы и происходят. В соцсетях, в Ютубе, вот в тех интернет-площадках, куда сейчас сместилось внимание значительной части нашего общества по сравнению с книгами, которым преимущественно внимание уделялось в прежние десятилетия. Вот. И, конечно, среди тех специфических вызовов политических, которые стоят в наше время, я бы хотел отметить в том, что касается людей вне церковных, по большей части это неоязычество, поскольку именно неоязычники, они достаточно активно продвигают свои мифы о христианстве, которые они генерируют довольно активно и успешно. И неоязычество — это оказалось та вещь, в которой, опять-таки, у нас не было никаких заготовок. Что касается, опять же, протестантизм, католицизм, ислам, у нас какие-то наработки были. Неоязычество — это совершенно новая вещь, и буквально недавно, в последние годы, стали появляться какие-то апологетические материалы, которые помогают православным христианам бороться с этими лжеучениями. И здесь тоже стоит отметить, что не все, конечно, люди, скажем так, светские, да, они хотят стать неоязычниками или там испытывают интерес непосредственно к неоязычеству. Но в том, что касается вот именно антихристианских мифов, неоязычества, вот они распространены очень и очень широко, гораздо шире, чем, собственно, круг самих неоязычников. В этом эффект интернета. И что касается рекомендаций или советов в том, что относится к неоязычеству, я хотел бы отметить приложение. Есть приложение для смартфонов, называется «Апологетика неоязычества». Можно найти в Play Market для Android, и если у кого-то iPhone, то тоже там можно найти для айфонов. Это приложение бесплатное. В этом приложении собраны апологетические материалы по основным темам,
с которыми мы сталкиваемся, когда говорим о неоязыческой пропаганде и так далее. Как примеры могу указать, например, мифы о том, что там христианство все в той или иной степени заимствовано из языческих религий. Это не что-то специфически неоязыческое, потому что это, скажем так, те религиические идеи, которые были озвучены еще там в 18-19 веках в Европе. Затем, скажем так, от этих крайностей уже религиоведение современное отошло, но они были подхвачены в Советском Союзе антирелигиозной пропагандой, и это постоянно подчеркивалось. А современные неоязычники, они привносят на этой же волне и свои собственные интерпретации. Буквально не так давно мне доводилось рассматривать их идеи о том, что и Рождество взято из язычества, и Пасха взята из язычества, и целый календарь весь христианский взят из язычества, именно из славянского, почему язычества. Это если мы говорим про русскоязычный интернет. Такие идеи, они очень широко распространены не только среди, собственно, неоязычников. Это можно встретить у очень многих людей. Кроме упомянутой мною приложения, также хочу порекомендовать группу ВКонтакте «Родноверие и православие», которая является самой крупной библиотекой апологетических материалов, посвященных неоязычеству и его разоблачению. И поэтому там любой человек, который так или иначе какие-нибудь подобного рода мифы услышит или столкнется, а такое на самом деле нередко происходит, обращаются верующие, спрашивают, допустим, мой сын или моя дочь, или мой знакомый, мой брат, или у кого-то муж увлекся этими идеями, он говорит то-то и то-то, что ответить можно, где искать ответ? В первом приближении можно на приложение, которое я упомянул, там собраны основные, такие ключевые. А если там не находится конкретно данная тема, нужно смотреть в той группе, которую я упомянул. Что касается воцерковленных людей, потому что неоязычество это больше всего, конечно, рассчитано на людей нецерковных. Что касается людей воцерковленных, то, на мой взгляд, один из наиболее серьезных современных вызовов – это вызов раскола, раскольнической пропаганды. Раскольников очень много, самых разных. Они тоже получили трибуну в интернете, которой они активно пользуются. Интернет, конечно, очень сильно здесь изменил. С одной стороны, интернет помогает очень многим людям узнать о православии. Многие люди узнают о православии и обращаются в итоге в православие благодаря интернету. И это правда. С другой стороны, интернет точно так же во многом и затруднил для людей путь к реальному православию, адекватному православию, традиционному православию. Поскольку, допустим, когда я приходил в 90-х, начале 90-х годов в церковь, все-таки я и все, кто приходил и тогда, мы ориентировались на что? На книги. Какие книги были в храмах тогда, в церквах продавались? Продавались в основном репринтные издания, дореволюционные. Опять же, тогда работала еще цензура, проверяли, что именно печатают, и какие-то совершенно странные вещи, конечно, в царской России цензура не допускала к печати. И в общем и целом, в то время человек, который приходил в православие, он, приходя в храм, узнавал именно православие. Я не хочу идеализировать то время, конечно, было много тоже разного всего, но в общем и целом, конечно, это было очень хорошо. Желая узнать православное учение, ты узнавал православное учение, именно это. А что происходит с человеком, который сейчас заинтересовался православием? Он не идет в храм, он не идет в библиотеку, тем более не смотрит там, на полках в разделе религии или там еще что-то такое. Он берет и смотрит, что в интернете. Ему интересно стало православие, Господь коснулся его, или он столкнулся с чем-то, или услышал что-то интересное. Он захотел разобраться. Он разбирается в интернете. И где ему, допустим, узнавать о православной вере, как она есть? Он не знает этого. Мы с вами знаем, как люди церковные, мы с вами знаем, где, допустим, какие есть православные сайты, да, и чем они отличаются, какой сайт нужно
посмотреть в этом случае, какой свет в этом, какая направленность есть и так далее. Но человек, который только-только заинтересовался, он вообще ничего этого не знает. Он пользуется поисковиком и набирает, предположим, даже возьмем, ему захотелось узнать молитву. Набирает молитву. Вы знаете, какие первые сайты предлагают молитву? Оккультные сайты. На этих оккультных сайтах православные молитвословы, там православные молитвы все есть. Православный молитвослов, пожалуйста. Хочешь там молиться утреннюю молитву, молитву перед причастием, пожалуйста. На оккультном сайте вы найдете их. Найдете, конечно, не только это. И это один из примеров. Конечно же, поскольку очень многие люди сидят в Ютубе, они смотрят в Ютубе. А что именно? Вот узнать о православии, какие есть вообще православные каналы. И там, опять же, кто следит, кто смотрит, кто в курсе, значительная часть людей, которые представляют себя как православные, они к православию имеют опосредованное отношение или не имеют его вовсе. Есть разные проходимцы, какие-то шарлатаны, ряженые какие-то, которые сидят там в рясе или в схиме даже, там недавно мне тоже прислали какого-то человека, у него там и зуб золотой, и схима, и еще что-то, и какие-то, просто ряженые. И раскольников много. Или разных людей, которые просто решили там свои мысли о православии высказывать, не являясь церковными христианами при этом. И вот человек, погружаясь во все это, он начинает узнавать, начинает впитывая огромный массив каких-то измышлений, каких-то мифов, которые просто даже смехотворны, он их воспринимает как часть православия. Ведь ему же это говорит с экрана человек в рясе. И, конечно, это большая проблема. Опять же, не хочется занимать время такого высокого собрания такими нелепыми примерами, но, допустим, распространился культ этого Славика. Мальчик, который умер уже довольно давно, и его мама стала распространять культ, что он святой, что он пророк. Какие-то его записи, в которых он рассказывал свои впечатления о просмотре фантастических фильмов 90-х годов, она его выдает за пророчества какие-то. Когда смотришь на это, думаешь, стоит ли об этом всерьез говорить. Однако же этот культ Славика, он поистине огромен по своему влиянию на людей около церковных, и не только в России. Мне пишут из Сербии, неоднократно писали, пожалуйста, сделайте что-нибудь, расскажите что-нибудь там про Славика. И что у них в Сербии тоже уже этот Славик. Они тоже все уже перевели, его там житие, пророчество его. Они все время появляются новые пророчества, уже мальчик умер давно, а они все появляются и появляются. Что примечательно, и это, на мой взгляд, очень хорошо показывает проблемность этого поля, значительную роль в распространении этого культа сыграл фильм одного режиссера. Я уже сейчас не помню точное название, что там связанное с ангелом, ангел чего-то. Это как раз фильм про Славика, про то, что он великий пророк, великий святой и все такое прочее. Его режиссер этого фильма покаялся публично в том, что он снял этот фильм. Он публично сделал заявление и признался, что там вранье, что все это подтасовки и подделки. И как вы думаете, это произвело какое-то впечатление на людей, у которых этот культ Славика есть? Абсолютно никакого. Они по-прежнему ссылаются на этот фильм. Мне тоже писали, ссылались, я видел сам, как они ссылаются. То есть миф, запущенный в интернет, не может быть остановлен даже самим автором этого мифа. Этот пример показывает. И у нас, к сожалению, мало людей, которые занимаются апологетикой, которые берутся за то, чтобы разъяснять и объяснять, что те или иные вещи, что это миф, что это неправда, что это ложь о православии, что это никакого отношения к православию не имеет. Людей, которые бы взялись это все объяснять, довольно мало. И, с одной стороны, понятно, что таким людям, наверное, как-то обидно даже тратить свое время на развлечение культов вроде Славика, например, или еще кого-то. Но в результате этот культ, годы идут, и этот культ уже начинает восприниматься как что-то само собой разумеющееся людьми. И это просто один пример я взял этого Славика. На самом деле таких вещей очень много. И очень много самых разных суеверий. И именно суеверия, они легко кладутся, скажем так, на сознание современного человека. Это отдельный разговор, почему это именно так, но тем не менее. Мне самому доводилось анализировать один канал,
весьма сомнительного, скажем так, человека, который фактически создал такую сектантскую организацию, но при этом носит сан священнослужителя. То есть формально он сана не лишен, хотя там, где он был положен, не служит давно и никогда не служил. Бывают такие казусы. Вот. Там тоже были заявления со стороны епархии, что он не имеет благословения на свои действия, но тем не менее действует себе вполне. Вот вышел в YouTube, и там он вещает людям. Ну, огромное количество аудитории, там десятки тысяч человек его слушают и верят ему. Когда я посмотрел, там такие вещи, некоторые просто глупые, потому что, например, там картошка – это еда дьявола, есть ее нельзя. И некоторые опасные, то, что нельзя лечить, обращаться к врачам нельзя. И в этой сектантской организации там умерли 2 человека, как минимум, как мне рассказывали люди, которые были в ней, как раз из-за необращения к врачам. Это уже вещи не безобидные. Но самое главное, что все люди, которые его смотрели, они воспринимали, что это учение православной церкви. И, конечно, что произойдет? Вот мы вернемся к тому, с чего я начал. Человек, который искренне заинтересовался православием, которого что-то вынул в православие, Господь коснулся его сердца. Он заходит и видит, что православие ему предлагает, как он верит, верить какому-то Славику, его какие-то очень мягко скажем, нелепые пророчества, там какую-то землицу есть откуда-то, потом, что там картошку не есть, потом нам детей не оборачивать в пеленки с зверюшками, иначе там в них войдет значит, и сущность зверя, который нарисован на пеленке. Ну, и, конечно, человек, который это все видит, у него есть 2 варианта. Либо он этому не верит, и тогда он не верит и православию, потому что он воспринимает это, что это православие. Либо же он этому верит, и тогда он опять-таки получает вот эту интоксикацию лжеправославия, этими мифами. Я попробовал и по поводу этого канала записал разоблачение на свой YouTube-канал, 2 видео записал, в которых я объяснял людям как раз, что это не имеет отношения к православию. И, опять же, многие меня благодарили, тысячи комментариев остались, и многие сказали, что они благодарны, что они чувствовали, что что-то не то, но не могли понять, не могли сами, пока не увидели разоблачение, они не могли понять. Ну, потому что у человека, который относится с доверием к тому, что говорит человек в рясе, есть некоторое, и это хорошее чувство благоговения. Ну, да, мне кажется, это что-то странно, но все-таки человек в церкви руку положил, он, наверное, лучше знает. Вот, когда же появляется кто-то, кто показывает и не просто заявляет, но и доказывает, что это все не имеет отношения к православию, конечно, многим стало все понятно, многие перестали слушать вот этого, скажем так, мифотворца, но отнюдь не большинство. И, в общем-то, его канал продолжает свою работу, продолжают люди его слушать. Это показывает, конечно, насколько проблемно бороться с этими мифами. Еще одна проблема в этой связи – это то, что у нас апологеты, как бы мало их ни было, они еще и в целом действуют поодиночке, каждый один в поле воин. Ну и степень их успешности, их трудов непосредственно зависит от того, насколько просто каждого из них могут услышать. Какой-то согласованной работы здесь тоже нету. Опять же, пример революционный. На одном из миссионерских съездов начала XX века священномученик Иоанн Восторгов, который был миссионером, делал доклад, я читал его доклад, и одно предложение его мне как-то очень запомнилось. Он говорил, что у него был ряд практических предложений, и одно из них это то, что он говорит, что если возникает какой-то, говоря по-нашему, вызов, что вот епархиальный миссионер по благословению владыки готовит ответ в виде проповеди. И, значит, в определенный день во всех храмах произносится эта проповедь. Я подумал, а на самом деле, как действительно эффективно же. Раз, и не так, что где-то в одном храме это было сказано, а люди, которые ходят в другие места, не услышат. Тем более, что и храмов было тогда намного больше, и ходили в них намного больше людей. Действительно, очень простой, эффективный способ охватить вот
в случае возникновения какого-то сомнения не надо ждать книгу, не надо ждать там, не знаю, статью какую-то, не надо ждать ничего, не нужны средства на типографию, ничего, просто взять и сделать. Вот. Но у нас, хотя вот это очень простая на самом деле идея, она так и не была, насколько я знаю, реализована, хотя возможности для этого есть, потому что ведь пасхальные, рождественские поздравления со стороны там, Святейшего, иногда послания соборов, они же у нас озвучиваются, то есть, в принципе, это было бы возможно произвести. Но это, скажем так, проповедь – это просто частный случай. Вот, допустим, у нас, опять же, есть православные священники, там, которые ведут YouTube-каналы, и не только священники, православные миряне тоже. Но такого, чтобы с взаимодействия, чтобы, вот, допустим, они договорились, и вот сейчас вот есть такая-то вот опасный такой момент, давайте вместе, допустим, в одно время выложим разоблачение по поводу этого заблуждения. Тоже было бы, на самом деле, хорошо и эффективно, потому что мало ли кто где что-то там запишет, если человек не слышал о нем, он просто не узнает. А если все вместе скажут, гораздо больше было бы слышно. Но этого тоже сейчас не происходит, этого, к сожалению, нет. А нападения в интернете на православие, они идут со всех сторон. И со стороны там атеистов, и со стороны мусульман, и со стороны протестантов, со стороны разных людей, и со стороны неоязычников. Со всех сторон те или иные нападки, выпады, они есть. Если говорить уже, переходить от проблем к каким-то практическим рекомендациям, мне кажется, хорошей та практика, которая есть в некоторых приходах, когда священник, если он смотрит, следит за православными YouTube-каналами и знает, какие там есть хорошие, качественные апологетические видеоролики, устраивает просмотры со своими прихожанами, опять же, это на его усмотрение, как часто это делать. Но это даже, может быть, и самим людям это даже более легко для восприятия, чем лекцию, которую батюшка прочитал. Вот, устроили, посмотрели, потом все вместе обсудили, высказались. Вот, и прихожане бы узнали, что на самом деле ответ есть. Потому что жалко наших тоже братьев и сестер, потому что они, когда сталкиваются с какими-то вызовами, не все от них быстро спешат там поверить всего этому. Конечно, они верны Христу, верны своей вере, но все-таки, не зная, что ответить, у них внутри остается неприятный осадок. А когда они узнают, что на самом деле есть ответ на то или иное нападение, просто они не знают, где его искать, где его смотреть, и когда они видят, что священника, они могут узнавать об этом, получать какие-то рекомендации о том, где и что они могут. Вот. И, на мой взгляд, тоже хорошо бы озаботиться тем, чтобы был YouTube-канал в епархии, допустим, чтобы он был качественный. Мне вот этим прошедшим летом было, как это сказать, конкурс, что ли, YouTube-каналов епархиальных. И меня попросили тоже посмотреть, высказать свое мнение, прислали мне список этих YouTube-каналов. Это, конечно, просто слезы, что там есть. Вот. Многие из них уже умерли. Вот. Те, которые не умерли, ну, допустим, некоторые, и не один, многие, они просто содержат видеосъемки проповеди правящего архиерея. Конечно, ни в коем случае не в укор правящим архиереям, но это совсем не то, что востребовано для современной аудитории православной. То есть не то, что их не должно быть, но сводить епархиальный канал только к ним, это, скажем так, на мой взгляд, совершенно неэффективно и неправильно. В том, что касается развития епархиальных СМИ с использованием соцсетей, с использованием YouTube-каналов, мне кажется, на это стоит сейчас обращать внимание, чтобы мы не были вот в том же положении, в котором был вот епархиальный миссионер, который отвечал на листовку большой, скучной и нудной брошюры, для того, чтобы мы могли отвечать так, чтобы это люди могли бы и заметить, и понять, и воспринять в том
в виде, к которому они уже привыкли. Я помню, даже был такой для меня курьезный случай, когда однажды после одной лекции на приходе московском мне вызвали такси, и, садясь в такси, я увидел, таксист он меня ждал, и пока он меня ждал, он смотрел. И, значит, сам таксист, это киргиз-мусульманин, смотрел он на ютубе лекцию раввина, который рассказывал о христианстве. Вот, и я сажусь, значит, и вот он едет, и говорит: вы не против, если я продолжу смотреть? Я говорю: пожалуйста. Вот, он продолжает, вот, и, значит, раввин начинает о христианстве говорить вещи, скажем так, не являющиеся правдой. Вот. И, значит, меня этот водитель спрашивает: это правда? Я говорю: нет, это неправда. Ну и уже начинается наш диалог на эту тему. Он уже выключает раввина, и мы, собственно говоря, разговариваем о христианстве. Но это просто как вот эта история, она как иллюстрация того, как причудливо получают люди информацию о христианстве сейчас в русскоязычном интернете. Конечно, я сделал такой уклон в YouTube и так далее, соцсети, конечно, все этим не ограничивается. Конечно, и какие-то классические формы, направленные на собственных прихожан, стоит использовать. Ну, во-первых, какие? Мне кажется, очень хорошей практикой, когда на приходах устанавливают там стенды, на каждом приходе есть, и на этих стендах, помимо информации, собственно, о храмовой жизни, есть также какие-то материалы, касающиеся апологетические, которые можно подготовить, вывесить. Количество людей, которые проходят через храм, довольно большое. Кроме прихожан и захожане могут посматривать и интересоваться. Кроме этого, листовки. Там, где есть, там это хорошо себя зарекомендовало. Православные листовки, есть апологетические листовки, есть просветительские листовки, там как подготовиться к исповеди, к причастию, и так далее. А есть и апологетические листовки, есть целый сайт с листовками, так называется православные листовки, по поисковику можно найти, и там макеты огромного множества православных листовок, в том числе и на апологетические темы. Любой может зайти и найти уже готовый макет и просто его распечатать. Если это не, допустим, по каким-то причинам этот макет не подходит, можно просто тогда перекопировать текст и создать свою собственную листовку. Это все тоже вполне возможно. Вот. И, конечно, эту форму тоже не стоит забывать, потому что, когда я говорил про интернет, я говорил про людей, которые еще пока не дошли в церковную ограду, не зашли. Но и о тех, которые уже вошли в церковную ограду, конечно, нам заботиться тоже стоит, в том числе и вот такими совершенно простыми и не требующими каких-то больших денежных затрат или больших усилий средствами. Есть много материалов, уже доступных брошюр, посвященных тем или иным вызовам. Вот. И хорошо, если будет, если есть библиотека храмовая, чтобы там была полка апологетическая, чтобы к батюшке подойдет человек, спросит: а вот я столкнулся с такой-то, такой-то проблемой. И батюшка уже мог направить: вот, пожалуйста, вот книжечка, в библиотеке возьми, потом верни, когда прочитаешь. Вот, тоже дело вполне нетрудное. Что касается бесед священника с прихожанами, выскажу свое мнение. В те проповеди, которые мне доводилось слышать, обычно все они крутятся вокруг тем, связанных с нравственными вопросами, и так или иначе они все сводятся к тому, что нехорошо быть плохими, давайте будем хорошими. Эти проповеди могут быть сказаны очень талантливо, очень хорошо и грамотно, но все они вращаются вокруг этого. И каких-то других тем духовенство обычно в проповедях касается, избегает. Хотя в тех случаях, когда хорошо подготовленный к этому священник затрагивает и догматические вопросы, и апологетические вопросы, это тоже оказывается очень благотворно. И люди с благодарностью воспринимают это. И на самом деле, даже если мы толкуем Евангелие или апостол, и в Евангелии, и в апостоле мы найдем очень много апологетических моментов.
очень много стихов, которые непосредственно связаны с теми или иными современными вызовами. Вполне логично, на мой взгляд, их трактовать так, чтобы находящиеся в храме могли бы услышать ответ на те недоумения, которые у них есть. Конечно, можно все что угодно свести к вот этой теме. Давайте будем быть хорошими и не будем быть плохими. И, возможно, так сказать, засилие именно вот такой морализаторской тематики в проповедях связано с тем, что к такого рода проповедям не нужно готовиться. Такого рода проповедь любой священнослужитель может сказать без подготовки к проповедям, которые, допустим, апологетические или там какие-то более серьезные вопросы затрагивают, конечно, не нужно готовиться. Может быть, с этим связано, я не знаю, но, на мой взгляд, все-таки очень важно давать людям что-то более существенное, чем просто морализаторство. Иногда бывает, можно услышать, как человек, который ведет активную церковную жизнь на протяжении многих лет, выдает какие-то абсолютно нелепые суеверия, с которыми все эти годы спокойно уживался в храме. И поначалу я задавался вопросом, как же так могло быть? Как это могло случиться, что человек вот все время вот он при храме, и при этом у него вот никто не сказал ему, что это совершенно не имеет отношения к православию, что это вообще это какое-то суеверие глупое. А потом думаешь, а кто ему мог бы это сказать? Ведь на проповеди он слышит только о том, что надо быть хорошими, не надо быть плохими. На исповеди тоже обычно как бы таких вещей не касается, тоже говорит о грехах. А где еще он слышит? Хорошо, если он будет искать и найдет там или в интернете, или в книгах ответ на свой вопрос. Но многие люди уже сейчас не читают книги и не ищут. Вот, поэтому на самом деле не стоит запускать, и стоит людей, конечно, не решать вот этой интеллектуальной какой-то пищи, потому что получается печальная ситуация. У нас в православии просто сокровищница даже интеллектуального осмысления веры. И эта сокровищница остается закрытой для людей современных, в том числе для тех людей, которые искренне хотят узнать православие, которые даже хотят стать православными. И они узнают вот этих отроков, славиков или какую-то еще вот чушь, какие-то суеверия современные, вот, в том числе и какие-то вот алармистские суеверия, которые распространяются, что вот если ты возьмешь этот документ, все, ты уже не христианин, ты уже в ад попадешь, отрекся от Христа и так далее. Вот, и вещи, которые человека дезориентируют, пугают, которые ничего не дают ему для его духовной жизни, ни для ума, ни для сердца. И этот образ православия, который человек сейчас находит в интернете в значительной степени. Опять же, я еще такой момент приведу. У нас вот в Москве обязали все храмы иметь страницы свои храмовые в интернете. И мне стало интересно, поскольку вот я был ответственным за миссионерскую работу в нашем викариатстве, посмотреть, что там есть в плане объяснения православия. И я вот зашел и посмотрел все сайты нашего викариатства храмовые. И обнаружил, что в подавляющем большинстве этих сайтов нет ничего о православии. Есть об этом храме, есть история этого храма, есть рассказ о батюшках, которые в нем служат, есть расписание богослужений, есть там, не знаю, ну, в принципе, это все. Вот. Еще, может быть, какие-то моменты, нюансы, там история, там, новости из храмовой жизни, послужили такой-то в праздник, послужили в такой-то праздник. Ну, получается довольно странно. Человек, который вот, предположим, человек, который захотел стать православным, захотел узнать о православии, он не пошел смотреть в какой-то, значит, сомнительный сайт, оккультный или полуоккультный, или раскольнический канал какой-нибудь, или еще что-нибудь. Он заходит на сайт, вот самый что на есть православной церкви. Что он там видит о вере? Ничего. При этом сделать на сайте раздел вот, о вере, это ничего не стоит. При разработке сайта, когда заказывается сайт со всеми этими информациями, это не требует каких-то дополнительных усилий. С какими-то основными катехизическими материалами, с основными истинами веры. Это несложно. Я со своей стороны в то время подготовил такую подборку простых катехизических материалов для людей новоначальных, которые бы им отвечали на их вопросы о вере, и предложил их нашим храмам, чтобы они могли или взять себе эти материалы, или сослаться, поставить, по крайней мере, ссылку со своих страниц храмовых на эти материалы, чтобы человек мог узнать не только, когда какие службы есть,
узнать хотя бы, что такое православие, основные какие-то азы, да. То есть даже те вещи, я к чему это все рассказываю, что по моему опыту, по моим наблюдениям, даже те вещи, которые в наших руках, даже те вещи, которые не требуют каких-то колоссальных вложений, какой-то огромной подготовки, они зачастую нами не используются для того, чтобы давать людям возможность узнать истинное православие и в том числе узнавать ответы на те современные вызовы, которые я упомянул. Допустим, бывают какие-то темы проблемные, связанные с нашей церковной жизнью. И, допустим, священники, блогеры очень хорошие батюшки, хорошие люди, искренние. Но они понимают, что если записать что-либо на эту тему, то с большой вероятностью ты получишь благословение прекратить какую-то деятельность на YouTube. И они этого ничего не освещают. Сайты православные то же самое абсолютно, они этого не освещают. Кто это освещает в результате? Это освещают раскольники. Не молчат, это все равно не то, что это никому не известно. Это освещают раскольники и антицерковные сайты. И получается, что тогда о каких-то проблемных вещах говорят только враги церкви. А люди, которые со стороны церкви, они, получается, о них молчат. Вот эта ситуация, мне кажется, неправильная. И в результате сказывается на том, что ряд вызовов он не имеет должного освещения в православных СМИ. Не на сайтах, потому что это не разместят, ни на Ютубе, по крайней мере, священники не разместят. Мирянам же, в принципе, никто не мешает заводить YouTube-канал. Но при этом, знаете, честно сказать, я не вижу особого бума со стороны мирян в плане, мы сейчас говорим про апологетику, в плане апологетики, что просто миряне порывались записывать апологетические материалы, хотя им никто не запрещает. Я этого не вижу. Почему? Это интересный вопрос, и, наверное, к мирянам больше. На мой взгляд, мы сейчас, давайте к практической стороне подойдем. Есть миссионерский отдел. В каждой, допустим, епархии точно он должен быть. Почему миссионерскому отделу не заботиться этим? Чтобы это был не какой-то стихийный процесс, а чтобы это, с одной стороны, будут ли это священники или миряне, но те люди, апологеты, назовем их, которые решатся послужить церкви на этом древнем и славном поприще, на котором еще там древние святые подвязались, там как святые Ириней Леонский и многие другие, чтобы они действительно это делали качественно, чтобы это было на пользу всем и, в общем-то, вполне адекватно. Если бы такой был подход, я думаю, что могло бы появляться больше и каналов, независимо от того, кто их делает, миряне или священники. И материалов там больше интересных могло появляться. Но у нас как-то это все не развито, и для многих в целом эта тема с интернетом, она, кажется, вообще очень далекая от того, что они решают. Отец Георгий, а как вы думаете, не будет ли, например, есть вызовы, об этом никто не спорит. А если мы будем реагировать на все вызовы, будем их всех освещать, говорить о них, то не станет ли это еще большей рекламой и пропагандой тех самых вызовов, с которыми мы будем бороться? Как, например, вышел фильм, все начали о нем говорить, что нельзя смотреть этот фильм, и все стали смотреть сразу этот фильм, и не будет ли какого-то перекоса, если мы будем говорить на все вызовы, то не станет ли это тем самым рекламой всех вызовов, которые есть в современном обществе? Да, спасибо за вопрос. На все вызовы мы все равно не сможем ответить, поэтому я думаю, это такое допущение фантастическое. Я могу сказать, что мы никогда не узнаем, что будет, если мы станем отвечать на все вызовы, потому что мы никогда не сможем на все вызовы ответить, я думаю. Но та проблема, которую вы упомянули, она есть. И, конечно, когда я говорю вызовы, я имею в виду именно то, что уже случилось как факт, то, что уже является, то, что уже охватило умы множества людей. Я так скажу, что мне каждый день пишут люди сообщения примерно такого типа. Смотрите, там
вышел, допустим, такой-то ролик, или вот смотрите, а знаете ли вы вот такого-то, так сказать, Сидорова, который ездит и говорит вот такие вот вещи, там проводит семинары там какие-то, или вот, а что вы знаете про такую организацию? Я впервые слышу эти слова, эти имена, эти организации, и я так и отвечаю людям, что вот, к сожалению, я ничего об этих организациях не слышу, и я не считаю необходимым начинать сразу же смотреть, изучать и опровергать, потому что таких, знаете, каждый день будут возникать вот каждый день какие-то маленькие культы, какие-то странные идеи возникают каждый день. И если кто-то какую-то странную идею выложил у себя на YouTube-канале, который смотрит 10 человек, и там его посмотрел, там, не знаю, от силы 100 человек, конечно, нет смысла опровергать эти его идеи, вот эти, если они не имеют распространения. В этом случае вы абсолютно правы. В этом случае мы просто сделаем рекламу этим идеям. Конечно, на это тратить время не имеет смысла. Но если речь у нас идет, именно об этом я и говорил, о тех вещах, которые уже захватили умы людей, то здесь как-то нам отмалчиваться уже будет неправильно. Нам бы хотя бы на то, что уже захватило умы людей, подготовить ответы, чтобы заниматься вот какими-то мелкими вещами, вы совершенно правы, на это не стоит реагировать. И в том числе вещи, которые вот вы упомянули, связанные с фильмом, я согласен, что это зачастую служит как реклама каким-то фильмам. В частности, вот по фильму «Матильда» моя позиция такая же была, что не стоило создавать всю эту шумиху и ажиотаж до фильма, это создавало ему рекламу. Надо было подготовить все к премьере. Пусть пройдет все это, прошла бы эта премьера, пусть бы он провалился с треском, он так провалился. Еще бы больше провалился, с еще большим треском провалился без этой рекламы. Потому что многие действительно пошли, потому что вот это фильм, о котором говорят. Пришли, и потом я читал эти отзывы, пришли, и зачем тратить деньги на это, не спрашиваю. А так бы вообще, вот, на мой взгляд, было правильно как отреагировать. Пусть бы он прошел, пусть бы он провалился в прокате, его сняли с проката, и после этого выпустить какие-то апологетические разоблачающие материалы. Потому что там реально была клевета, и, собственно говоря, по этим, вот этим всяким, почему бы не высказаться. Но произошло по-другому, и действительно случилось то, что вы, тот случай, который вы описали. Вот хорошая апологетика, она, беря за основу вопрос или вызов какой-то, она использует это для того, чтобы познакомить, открыть людям подлинное христианское понимание того или иного вопроса, в том числе и поговорить о Христе, потому что много вызовов непосредственно даже с личностью Христа связано. И, конечно, как же это будет уводить от Христа? Наоборот, это будет избавлять нас от ложных представлений. Более того, эта ситуация, она, знаете, она, в принципе, людей, больше для них делает более доступным это, потому что ситуация, это в любом случае апологетика, да, это ситуация диалога, как бы то ни было, плюс даже просто нас спрашивают, мы отвечаем, но это интересно, чем просто если мы вещаем, это интереснее для большинства людей, чем просто вот послушай лекцию. Вот. Лекции бывают очень хорошие, талантливые, но такая лекционная форма, она тяжелее воспринимается людьми. Вот даже тот же, опять же, упомянутый мной священный мученик Иоанн Восторгов в том же самом докладе указывал, что необходима диалоговая форма, даже в беседе со слушателями, что лекционная форма, она очень тяжела для восприятия людей. Вот. И здесь хорошая, качественная апологетика, она не только не закрывает людей Христа, она, наоборот, открывает людей Христа. И мне, я видел, что, по крайней мере, под моими роликами, думаю, что и под другими апологетическими материалами можно найти такие отзывы, когда человек пишет, что я сам не православный, даже я не верующий, но конкретно вы меня увидели в этом ролике, я действительно вижу, что церкви есть что ответить, что все не так, как говорили против церкви. И когда люди будут видеть и знакомиться, и узнавать через это о том, что на самом деле вот оно, такое христианство, не такое, каким его рисуют, искаженным, затемненным. Это нисколько не отвлечет людей от Христа, потому что, наоборот, помочь им открыть и узнать христианство с новой стороны.
Спасибо большое, отец Георгий.